Друзья, посмотрите внимательно на эту девушку. Обратите внимание на ее глаза, что они вам говорят, что вы видите в этих глазах, что вы чувствуете, когда смотрите в эти глаза. Встречали ли вы раньше эти глаза? Если да, то вы знаете, о чем пойдет речь в нашем сегодняшнем фильме. Если нет, то я вас предупреждаю о том, что данный фильм может вас шокировать. Мы не будем вставлять какие-то жестокие моменты из этой истории, чтобы вы смогли спокойно смотреть это видео. Но я вас сразу предупреждаю о том, что данная история разделит вашу жизнь на до и после, и вы по-другому взглянете на всю суть человеческих отношений. Без особой жестокости ты ее бил! Как ты можешь такое говорить? Султанат Нукенова родилась в городе Павлодар, Казахстан. Ее семью знали многие в этой стране, так как ее дядя занимал пост акима Павлодара, главы Экибастуза, Аксу и Железинского района. Родной дедушка Султанат был заслуженным учителем бывшего Советского Союза. Отец был успешным бизнесменом. Также у Султанат есть брат Айтбек, который ни на шаг не отходил от своей младшей сестры, когда они росли вместе. Кстати, потом именно брат будет добиваться справедливости в суде и отстаивать честь своей сестры. 6,5 часов я подвергался такому воздействию, да? После того, как девушка окончила школу, она поступила в колледж, а спустя несколько лет получила высшее образование. Султанат училась на финансиста в Астане, а затем окончила языковые курсы в Великобритании. Что касается работы, Султанат с нуля построили успешную карьеру. Она была астрологом и давала консультации людям. Знакомые говорят, что она очень хорошо зарабатывала и ей не нужно было брать деньги у семьи. Нукенова всегда мечтала стать телеведущей и участвовать в телевизионных программах. Мы ее пытались разбудить, чтобы она шагами прошла, говорю, она не проснулась, да? Султанат Нукенова мечтала стать звездой и ходила на разные кастинги. Но это было все до той роковой встречи с ее будущим мужем, с которым она познакомилась летом 2022 года в интернете. Познакомилась летом, а осенью они уже сыграли свадьбу, хотя это и не была официальная свадьба, ведь пара поженилась через никах. Многие родственники, которые присутствовали на их свадьбе, говорили о том, что в тот день Султанат выглядела счастливой. Но они даже представить себе не могли, что произойдет дальше. Как и сама девушка, которая вряд ли ожидала такого продолжения отношений. Они даже не догадывалась, что такая скорая свадьба приведет ее к кошмару, который шокирует не только ее и весь Казахстан, но и всю планету и станет самым громким делом в этой красивой стране. Только что вы слышали отрывок песни Максима Фадеева, которую он посвятил Султанат. Но это будет чуть позже, в то время как молодая и красивая девушка Султанат Нукенова росла и строила свою карьеру, параллельно с ней жил и другой человек. Куандык Бишимбаев сделал невероятно успешную политическую карьеру в Казахстане. Родился в казахском городе Кызылорде. Его отец на тот момент времени был доктором технических наук и депутатом парламента. Куандык получил высшее образование в Казахской академии управления и Тарасском университете, а также был стипендиатом программы Нурсултана Назарбаева для обучения в Американском университете Джорджа Вашингтона. Когда Бишимбаеву было 26 лет, он защитил кандидатскую диссертацию по экономическим наукам. Очень умный молодой человек. Свою карьеру он начал в должности менеджера в банке. Далее какое-то время работал в Министерстве экономики и бюджетного планирования, затем занимал руководящие должности в бизнес-структурах. Правда, скажи, Я себе скажу. не спала с Я врать не буду. Не спала с Реймбеком? Не спала. В возрасте 25 лет Куандык в министерство и становится его руководителем. Далее Бишимбаев руководил Центром развития торговой политики, был вице-министром индустрии и торговли, заведовал отделом в президентской администрации и работал помощником Нурсултана Назарбаева. После занимал пост замминистра торговли и экономического развития, входил в правление фонда «Самруб-Казына» и возглавлял холдинг «Байтерек». Какая мощная и стремительная карьера! Ничего себе! Далее он возглавил Министерство национальной экономики, войдя в число самых молодых высокопоставленных политиков страны. Но уже через 8 месяцев после назначения он покидает должность со скандалом.
Его арестовали по обвинению во взяточничестве и хищении бюджетных средств, когда он еще возглавлял холдинг «Байтерек». Его обвинили в хищении $3 миллионов, отстранили пожизненно занимать государственные должности и посадили на срок 10 лет. Но уже через 3 года он вышел на свободу. У бывшего политика есть сын от первого брака. Также есть 2 сыновей и дочь от второго брака. После того, как Бишимбаев вышел из тюрьмы по первому своему сроку, он разводится со своей второй женой и через время находит в интернете Салтанат Нукенову, которая станет его 3-й, пусть и гражданской женой. А потом происходит то, о чем люди еще долго будут помнить. У нее настолько опухли глаза, что она их просто открыть не может. Она просто от усталости и от алкоголя. Ее уже закрывают. В 2022 году Салтанат и Куандык сыграли свадьбу. С виду казалось, что молодожены были очень счастливы и мечтали о первом ребенке. Но уже после трагедии оказалось, что своим подругам Салтанат часто жаловалась о том, что муж поднимал на нее руку, запрещал работать и ограничивал в средствах, сильно ревновал и контролировал. Она даже уходила от него несколько раз, но по каким-то причинам возвращалась обратно. Осень 2023 года все новостные порталы буквально взорвались от жуткой новости смерти Салтанат Нукеновой. Все произошло в его же ресторане в VIP-кабинке. Очевидцы говорят о том, что между супругами началась ссора и Бишимбаев начал избивать жену. На камерах с видеонаблюдения в ресторане видно, как Бишимбаев почти до смерти избивает жену ногами и руками, затаскивает ее в туалет, а потом тащит за волосы обратно в VIP-кабинку. После чего девушка скончалась. Эта новость повергла в ужас весь Казахстан. Бишимбаева задержали. На видео есть таблетки на полу лежат. Что за таблетки на полу? Я не обратил внимания, честно. А вообще таблетки были? Нет, таблеток нет. В связи с резонансом убийства и огромным интересом большого количества людей, данное судебное разбирательство было решено сделать открытым и вести онлайн в прямом эфире. Данное дело взял на личный контроль президент страны. Десятки тысяч людей из разных стран в прямом эфире наблюдали за тем, что происходит в зале суда. В процессе выяснилось очень много странных, пугающих и в то же время интересных моментов, о которых мы, конечно же, вам расскажем. Бишимбаев вводит в заблуждение. Еще раз повторяю, в одном из видео видно, что вы прям наносите ей удар, от чего она падает на пол. Прямо отлетает на пол. Мы восстановим полную картину того рокового дня, вплоть до мельчайших подробностей. Чтобы увидеть и услышать все факты, досмотрите видео до самого конца. Это важно. Это наш первый большой фильм на канале, но ваше потраченное время на просмотр этого фильма того стоит. Он поможет вам многое осознать. Согласно информации, которая прояснилась в ходе суда, 8 ноября 2023 года Бишимбаев и Нукенова пошли на концерт певца Димы Билана, на котором между ними произошла ссора. Они ушли с мероприятия и отправились в ресторан «Бау», где заказали алкогольные напитки. В процессе словесных разборок в ресторане Салтанат заявила Куандыку, что устала и уходит, и даже позвонила брату Айтбеку и сказала, что приедет переночевать. Но Бишимбаеву явно не понравилась идея супруги, и он запретил ее куда-либо ехать, и они остались в VIP-кабинке ресторана. Далее Бишимбаев стал попрекать Нукенову купленными вещами и украшениями. Она сняла с себя все и выбросила. Куандык не стерпел подобного и начал избивать Салтанат. В 6 часов 56 минут утра Бишимбаев спустился на парковку, чтобы увезти Салтанат, так как не хотел, чтобы сотрудники ресторана увидели ее в подобном состоянии, но его заметил охранник, и пара вернулась в ресторан. Когда пара вернулась в ресторан, Бишимбаев буквально набросился на Нукенову и стал ее избивать прямо под камерами видеонаблюдения. Он нанес серию сокрушительных ударов по жизненно важным органам, ударил по голове и затащил за волосы в туалет. Там девушка пыталась укрыться от нападавшего в кабинке, но Куандыка это не остановило. Он выбил дверь кабинки и продолжил избиение. Затем затащил девушку в VIP-кабинку и там продолжил свои истязания. После того, как Салтанат перестала подавать признаки жизни, Бишимбаев вызвал своего родственника, Бахыджана Байжанова, который являлся директором гастроцентра, и дал ему приказ распустить персонал и удалить видео с камер наблюдения и поездить с телефоном по городу, чтобы обеспечить алиби Бишимбаеву. После этого Байжанов приехал и поднялся в ресторан.
Он видел, в каком состоянии находилась девушка, но решил этого не замечать. С часа дня до 7 вечера Байжанов неоднократно заходил в вип-зал. Он знал, что она умерла, и не сообщил об этом в правоохранительные органы. В тот день я видел Салтанат несколько раз. Утром я видел только краем глаза. Да я видел, что левый глаз Салтанат был опухшим, и в кабинке был беспорядок. Видел поврежденную дверь туалета внутри кабинки. Все это я видел. Бишимбаев не ожидал, что Байжанов не станет его укрывать и расскажет суду правду. Отвечая на вопросы, подсудимый Байжанов подтвердил, что на него со стороны брата оказывалось давление. «Ну как же так, друзья? Ну как такое может быть? Но ты же видел, что это ненормально. Ты видел опухший глаз и знал о том, как куролесит твой родственник по ночам. Ты видел беспорядок. Почему ты не попытался это все остановить? Да, ты извиняешься теперь перед всеми, но почему ты сразу об этом не сказал? Зачем ты стал укрывать Бишимбаева? У меня в голове возникают все эти вопросы. Очень хорошо, что этот человек нашел в себе силы и мужество признать все то, о чем он знает. Но, к сожалению, уже очень поздно. Очень поздно для молодой и красивой девушки. Очень поздно для ее родителей и родственников. Байжанов сказал о том, что ему очень жаль, что он не обратил достаточное внимание на все это, ведь, возможно, ему удалось бы предотвратить трагедию. Салтанат часто приходила в ресторан. Она всегда была очень добра к нам. Кто работал в ресторане, грубости или высокомерия от нее никогда не видели. Думаю, каждый в нашем коллективе может это подтвердить. Байжанов работал директором гастроцентра с 2002 года. Он занимался всеми личными делами Бишимбаева и был его помощником. Также у Байжанова есть жена и 3 детей. Он заявил о том, что из-за его действий его семья также страдает. Он попросил прощения у своих родителей и сказал о том, как им трудно сейчас приходится. Также он сказал, что весь этот кошмар – это испытание, через которые ему предстоит пройти. Характер у него сложный, вспыльчивый, мог взорваться по любому поводу. Байжанов заявил, что в день убийства он даже и представить не мог, что такое может произойти. Около 7 часов утра ему позвонил охранник и заявил, что Бишимбаев и Салтанат, будучи пьяными, пытались уехать на машине. Потом машина наехала на бордюр. Байжанов сразу же велел забрать у них ключи от автомобиля. Далее Байжанову звонит управляющая рестораном и говорит о том, что Бишимбаев всю ночь буянил и мешал рабочим делать ремонт в ресторане. Также Байжанов узнает из телефонных звонков с работы, что между его братом и женой произошел очередной конфликт, который его не удивил, ведь, по его словам, это происходило часто. Как я уже говорил, я пытался войти в кабинку, в это время я краем глаз заметил Салтанат. Меня смутил вид Салтанат, точнее полуоткрытый плащ, без одежды под ним. Также я заметил беспорядок в кабинке. Все это длилось за доли секунды. Да, друзья, это именно тот момент, когда Байжанов мог хоть как-то повлиять на своего брата. Как минимум спросить у него, что случилось, что происходит. Это именно тот момент, когда Байжанов мог предотвратить то, что будет происходить далее. Но он этого не сделал, не решился, не остановил брата. Возможно, из-за того, что очень боялся родственника и его связей. Возможно, из-за того, что зависел от него финансово. Самое ужасное, что далее он начинает содействовать Бишимбаеву и помогать ему в определенных моментах. Это ужасно. Слышалось, что дыхание Салтанат было чуть чаще и громче, и я решил, что она просто спит. Еще тогда я должен был поднять тревогу, вызвать скорую помощь. Он отметил момент с камерами наблюдения, которые как раз не снимают зону VIP-кабинок. Ранее говорилось о том, что Байжанов также какое-то время присутствовал в кабинке. Но он заявляет об обратном. Он пытается откреститься от подобных моментов, хоть и признает то, что был невнимателен. Но это не невнимательность. Это называется помощь в преступлении. Он говорит, что слышал громкое и частое дыхание, но решил, что она спит. При этом она не просыпалась, когда мужчины ее тащили. Но неужели бы вы не проснулись, если бы вас кто-то и куда-то стал нести? Ну как можно этому верить? Но неужели Байжанов настолько невнимательный и податливый своему брату? Все, молодые поругались, подрались и уснули. Именно так, по словам Байжанова, он это все видел. И совершенно спокойно Байжанов пошел завтракать. У него вообще ничего не ёкнуло. Бишимбаев потребовал закрыть ресторан и распустить персонал. От Бишимбаева пришло короткое сообщение с просьбой удалить все видеозаписи с камер видеонаблюдения гастроцентра. Он не знает, когда наступила смерть, но идет и выполняет просьбу брата удалить все видео с камер.
Но, конечно же, Байжанов не удивился подобной просьбе. В суде брат убитой Айтбек Амангельды утверждал, что замечал напряженные отношения между Салтанат и Куандыком, а также знал о побоях, которые его сестре нанес Бишимбаев в период их брака. Он пытался помочь сестре выйти из болезненных отношений. Гражданский муж под страхом побоев заставил Салтанат сниматься в интимном видео, узнав, что у родственников Нукеновой есть фото ее разбитого лица, и предполагая, что они могут на него давить. Айтбек продемонстрировал присяжным изображение избитой Салтанат. Я свою дочь не видела, не похоронила, я лицо ее не видела. Какой без особой жестокости ты ее бил? Как ты можешь такое говорить? Ты убивал ее несколько Так, пожалуйста, пройдите. В тот же день бармен ресторана рассказал суду, что до приезда полиции в ресторан застал Бишимбаева с ножом в руках со словами «Я что, убил ее?». Но знаете, что меня больше шокировало? Это тот факт, что после избиения вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, подсудимый начал звонить своей знакомой гадалке ясновидящей. Вы понимаете, в каком каменном веке люди до сих пор живут? Несмотря на всю роскошь, в которой жил Бишимбаев, но по каждому важному вопросу консультировался у гадалки. И даже в тот момент, когда он убил свою гражданскую жену, он не позвонил в скорую помощь, а позвонил гадалке, которая ему сказала, что девушка спит и не надо ей мешать. Ну, бред. Я понимаю, что здесь есть тот факт, что отчасти тем самым Бишимбаев пытался скинуть с себя вину. Но позднее уже сама гадалка заявила, что Бишимбаев врет и что она сразу ему сказала, чтобы он звонил в скорую помощь, а не ей. Суд вызвали и опросили Гульнару Насырбекову, с которой Бишимбаев встречался в ресторане в день убийства своей гражданской жены Салтанат в соседней VIP-кабинке. Как объяснила свидетельница, с Бишимбаевым они знакомы благодаря тому, что вместе занимались гольфом. Гульнара уточнила, что еще 8 ноября, то есть за день до смерти Салтанат, ей звонил Куандык, и они договорились встретиться 9 ноября. Зачем именно подсудимый предложил Насырбековой встречу, она ответить толком так и не смогла. Поговорить. Выпить кофе, поговорить. Я говорю, хорошо. Гульнара рассказала, что с Бишимбаевым они пробыли часа полтора, за это время подсудимый выходил раза 3, чтобы поговорить по телефону, и был в нормальном состоянии, выглядел опрятно. Насырбекова также сказала, что Бишимбаев сам приносил напитки, включая шампанское, а в ресторане, как показалось Гульнаре, была уборка, так как там были перевернуты стулья. Поэтому отсутствие других посетителей свидетельницу не смутило. В общем, это разговор был такой обо всем. На вопросы стороны обвинения и судьи о том, встречалась ли ранее Гульнара с Бишимбаевым где-то, помимо гольф-клуба, Насырбекова ответила отрицательно и заверила, что та встреча 9 ноября произошла впервые. На вопросы о том, слышала ли Насырбекова храп, хрипы, посторонние звуки или, может быть, чувствовала запах нашатыря, свидетельница также ответила отрицательно. Мы исследовали сотовый телефон Бишимбаевой, там было сообщение от вас. Вы говорите, что, кстати, ты пахнешь розами. Что Да. это значит? Это меня везет как утопленнику вообще в тот день. Это честно, я просто не знаю. Насырбекова отправила Бишимбаеву неоднозначную фразу. На первый взгляд непонятную, но как будто бы ничего такого в этой фразе нет. Но дело все в том, что эта фраза привлекла внимание пользователей социальных сетей, так как многие отметили, что это английская идиома, имеющая скрытый смысл. Пользователи сети провели свое лингвистическое расследование. Они обратили внимание на смысл идиомы и написали, что она означает. Как оказалось, в переводе на русский выражение звучит как «выйти сухим из воды». Что-то вот здесь у вас не сходит с Нет, вашими показаниями. Я не знаю, как я вот отправила. Пользователи сети заметили, что и другие показания Насырбековой звучат нелогично. Бишимбаев проводил ее из ресторана в 5 часов вечера, но при этом через несколько часов спрашивал, где она. Также свидетельница путается в вопросах про чай, который она пила в ресторане. Отдельное внимание привлекло поведение и внешний вид блогера на суде, особенно вкрадчивый тихий голос, явное волнение, невзрачная одежда, а зрители предположили, что Насырбекова специально создает растерянный вид.
Комментаторы предположили, что Насырбекова и Бишимбаев были в более тесных отношениях, чем блогер хочет показать на суде. На эту мысль их натолкнули заметки Салтанат, в которых фигурирует некая Гульнара. Сам Бишимбаев говорил о том, что Салтанат сама пригласила блогершу для того, чтобы обсудить рекламное продвижение ресторана. Однако в интернете была версия о том, что якобы Бишимбаев специально позвал похожую на Салтанат девушку, чтобы переодеть ее в одежду убитой для того, чтобы она показалась, как выходит из ресторана, и обеспечить себе алиби. Я повторюсь, это всего лишь версия пользователей, и мы ничего не можем утверждать. Как бы это цинично ни звучало, но именно в тот день и именно в те часы, когда в вип-кабинке умирала Салтанат. В этот момент Бишимбаев успевал общаться, писать и звонить другим девушкам. Айжан Берденова. Кто это, подсудимый Бишимбаев? Это тоже коллега, аудитор в прошлом. Следующая переписка. Кто это Юлия Супер, подсудимый Бишимбаев? Бишимбаев отказался уточнять, кто такая Юлия Супер, то есть вообще не смущает человека ничего. В момент, пока умирает твоя жена, ты общаешься с другими девушками по работе в соседней кабинке. Интересный все-таки человек Бишимбаев. 9 ноября отмененный вызов 19:03 Айгуль. Кто это Айгуль? Я, наверное, нечаянно набрал. Тоже нечаянно? В панике. Мобильный телефон Куандыка Бишимбаева за время судебного процесса стал одним из самых разрекламированных вещдоков. То адвокаты Бишимбаева настойчиво предлагали посмотреть в его мобильнике фото, чтобы подтвердить, что пара якобы вела счастливую жизнь и отдыхала за рубежом, то сам Бишимбаев говорил о какой-то информации, которая должна опровергнуть обвинение. Но когда все другие телефоны, приобщенные к делу, были уже изучены вдоль и поперек, пришло время чтения переписок и просмотра медиафайлов в мобильном Бишимбаева. Подсудимый вдруг передумал показывать свои доказательства невиновности в зале суда. Будете предоставлять суду код? Я предоставлю код своему защитнику. Наконец-то, друзья, наконец-то удалось разблокировать телефон подсудимого Бишимбаева. И то, что находилось внутри этого телефона, повергло в шок не только всех, кто находился в зале суда, но и весь Казахстан. Это были видеозаписи, которые снимал сам Бишимбаев в момент издевательств над Салтанат. На всех 12 видеозаписях Бишимбаев материт и оскорбляет жену. На них Бишимбаев множество раз, используя нецензурную брань, спрашивает у своей супруги, были ли у нее отношения с известным казахстанским предпринимателем. Иногда слышны звуки ударов. Экс-министр ответил, что на его телефоне не могло быть этих файлов. Ну, правда, скажи, Я клянусь себе скажу. не спала с Я Реймбеком? врать не буду. Не спала с Реймбеком? Не спала. Как отметила судья, Салтанат Нукенова на этих видео запечатлена в том же виде, в котором она была в ночь перед смертью в черной куртке, надетой на голое тело. В суде показали жуткие видео из его телефона, на что Бишимбаев заявил, что не знает, как видеофайлы оказались в его телефоне, и сообщил, что на видео наложили голос. Во время просмотра видео брат погибшей Салтанат Нукеновой заплакал. Не спала с Я Реймбеком? врать не буду. Не спала с Реймбеком? Не спала. Какой ужас! Это же принуждение, это издевательство. Человек еще снимает все это на камеру. Для чего? Чтобы предъявить это в случае чего как доказательство, что якобы это правда. Но это же ненормально. Это неадекватно. Бишимбаев признался, что сам снимал это видео, и заявил, что таким образом хотел унизить Салтанат. Вот только он унизил не бедную девушку, которая подвергалась насилию. Нет, он унизил самого себя. Причем унизил себя на весь Казахстан, на весь мир. Ситуацию комментировал и сам Реймбек Баталов. Он призвал не верить распространяющимся слухам и назвал слова Бишимбаева о связи бизнесмена с Салтанат откровенным бредом. Это безумная ложь. Призываю вас не верить в это вранье. Она какое-то время своей жизни была любовницей этого человека. Его имя Реймбек. Судмедэксперт во всех подробностях обрисовал картину происходящего. Я думаю, что все, кто находился в этот момент в зале, были в шоке от таких подробностей. Я думаю, что и сам подсудимый не ожидал, что на его глазах в мельчайших подробностях восстановят картину произошедших событий в ту ночь, когда не стало молодой девушки. Друзья, посмотрите на этот манекен.
Посмотрите на все эти отметки, которые эксперт сделал маркером. Сколько их по всему лицу, по всей области головы умершей. Сколько ударов было нанесено по голове. Не знаю, как вы, а лично я не могу спокойно смотреть на это. Я понимаю, что это мое частное и личное мнение, но разве может любимый человек сотворить все это со своей половинкой? Но разве может любящий муж сотворить все это со своей любимой и единственной женой, которую он наоборот должен любить и защищать от всего плохого? Я, наверное, никогда такого не пойму. Это все вместе, в совокупности, является травмой головы. Подобные повреждения приводят к повреждению головного мозга, так сказал эксперт. Я повторяю, что он в подробностях описывает все травмы, которые были обнаружены у молодой девушки. Также я вам напомню о том, что сам подсудимый очень невнятно рассказывал о том, как происходило само избиение. Он вроде как и признался, что ему пришлось, как он сказал, нанести удары жене из-за ее провокаций в его сторону. Но с другой стороны он говорит о том, что девушка сама падала и ударялась о тот же пол и унитаз в туалете. В прошлом видео мы описывали все это в подробностях. Впереди нас ожидают самые интересные факты от эксперта, после которых картина откроется еще больше. Кровоизлияние между твердой мозговой оболочкой и головным мозгом. Кровоизлияние под мягкой мозговой оболочкой и травматический отек головного мозга. Какой ужас! Я слушаю то, как эксперт грамотно объясняет нам все эти процессы, которые происходили в голове убитой. И меня буквально бросает в дрожь. То есть сейчас на наших с вами глазах происходит момент, когда открывается правда. Вы понимаете, о чем я говорю? На словах можно сказать все, что угодно. Можно, если у тебя есть влияние, то воспользоваться данным влиянием, чтобы какие-то моменты от кого-то не были озвучены. Но ты не скроешь медицинских моментов и фактов. Я хочу сказать отдельное спасибо тем людям, которые занимались именно экспертизой. Людям, которые исследуют тело и видят то, что скрыто на первый взгляд от обычных людей. И здесь эксперт подтверждает нам, что сразу же при первой экспертизе были подтверждены сногие ушибы и ссадины. Ну и, конечно, весь этот ужас, который эксперт рассказывает нам профессиональным языком. Но мы должны выслушать все главные моменты, поэтому мы продолжаем. Причина смерти, вот эта травма, вся вместе. Одна травма, приведшая к наступлению смерти. Итак, что мы можем сказать на данном этапе после слов судебного медицинского эксперта? Чтобы нам не говорил подсудимый насчет того, что убитая сама падала и ударялась. Внимание! Травмы, полученные у убитой, это травмы от ударов. Еще раз! Не от падения и ушиба чем-либо, это травмы от ударов. И именно данные травмы послужили смерти девушки. То есть это именно те травмы, после которых девушка скончалась. Это все объясняет. Это очень большое и важное доказательство. Пожалуй, одно из основных доказательств. Думаю, что родственники убитой, как и многие люди, очень сильно ждали слов эксперта. И он рассказал нам о том, как все это было на самом деле. Получается, слова подсудимого насчет падений жены не имеют ничего общего с реальными событиями. Простым языком, это удары по голове. Итак, эксперт буквально нам разжевал вопрос появления этих ужасных повреждений. Думаю, что вопроса их возникновения больше ни у кого не возникнет. Для того-то и нужен суд. Нам нужно все это знать и понимать. Нам нужно это слышать из уст понимающих людей. Компетентных людей, которые могут доказать это и слова которых принимаются судом во внимание. Итак, на данный момент мы с вами знаем, что Бишимбаева погибла от ударов, которые, как подозревают, многие люди ее нанес. Подсудимый, если вы думали, что это все так называемые факты на сегодня, то я вас, возможно, немножко удивлю еще одним страшным моментом. После того, что мы услышали от эксперта за все это время, казалось бы, что нам стало понятно все. То есть у нас благодаря эксперту сложилось в голове видео, на котором мы видим, как убитая получает травмы, не совместимые с жизнью в момент нахождения рядом с подозреваемым. Это ужасно только от одной мысли, что здоровый мужик мог бы такое сделать со своей любимой женой. Но дальше эксперт нам открывает еще один ужасный факт, после которого становится понятно, что невероятно жестокие и мощные удары – это еще не все. Это не все мучения, которые испытала молодая девушка перед смертью. Есть еще кое-что. Давайте послушаем эксперта. В области шеи были обнаружены 2 овальные ссадины. Факты сдавления шеи. У кого-то еще остались какие-то вопросы?
Мы будем и дальше слушать то, как потерпевший говорит нам о том, что убитая сама обо что-то ударилась. Мы дальше будем слушать то, как подсудимый рассказывает нам о какой-то знакомой гадалке, которая, видимо, у него является превыше всех врачей. Ведь, по его словам, он первым делом после случившегося позвонил не в скорую помощь, а именно ей, некой знакомой гадалке-провидице, и начал у нее спрашивать о том, что будет с убитой. Вы правда считаете это адекватным? Так, ссоры между Бишимбаевым и Салтанат Нукеновой начались сразу после свадьбы и касались ее прошлого. Об этом заявил сам подсудимый Куандык Бишимбаев, продолжая рассказ об отношениях с Салтанат Нукеновой. По словам подсудимого, гражданская супруга Салтанат Нукенова в молодости систематически состояла в романтических отношениях с женатыми мужчинами. «Меня обвиняют, что я испытывал ревность к прошлым отношениям», — продолжил он. По его словам, у Нукеновой были проблемы с психикой, она страдала вспышками агрессии, ревности, и у нее случались провалы в памяти. Он также рассказал, что однажды ночью ему с анонимного номера ссылку на телеграм-канал с подписью «Посмотрите, вы увидите кого-то похожего на вашу супругу». Перейдя по этой ссылке, Бишимбаев увидел видео интимного характера с девушкой, которая якобы была очень похожа на Салтанат, но лица он не разглядел. То есть, как вы поняли, подсудимый пытается сказать нам о том, что все его действия в адрес убитой были из-за его ревности и ее сомнительного прошлого. Она мне сделала признание, что она какое-то время своей жизни была любовницей этого человека. После свадьбы она стала нервной, вспыльчивой, агрессивной, могла нахамить, заявил подсудимый. Подсудимый рассказал, как познакомился с будущей гражданской женой. Прокурор сделала ему замечание из-за смеха. Подсудимый 5 часов давал показания, но так и не дошел до роковой ночи 9 ноября 2023 года, когда Нукенова погибла. Показания он давал по обвинениям в истязании, которые, согласно обвинительному акту, длились почти год до смерти Салтанат Нукеновой. По словам Бишимбаева, его супруга выпивала, страдала психическими заболеваниями и ревновала. Якобы она следила за тем, с кем он общается, проверяла его местонахождение по геолокации, уточняла, где и с кем он находится звонками по видеосвязи, часто разрывала отношения, но возвращалась обратно. Бишимбаев подчеркнул, что не ревновал ее, а был обижен из-за обмана. Пострадавшая сторона неоднократно пыталась опротестовать эти показания, ссылаясь на то, что они не относятся к делу. Более того, делали Бишимбаеву замечания за смех во время рассказа о семейной жизни с погибшей. Просто это приятные воспоминания, и, может быть, неосознанно так происходит, аргументировал свой смех подсудимый. По словам экс-министра, в драках виновата сама Нукенова. Якобы именно погибшая устраивала драки. Бишимбаев утверждал, что ударил ее только 2 раза, когда закончилось терпение. По его словам, такое поведение могло передаться Нукеновой от отца, который якобы страдал от психического заболевания. Но сторона пострадавших предоставила суду справку, в которой сообщается об отсутствии подобного рода болезней у отца погибшей. Когда-то в 22 или в 23 года она собиралась замуж за парня по имени Максим. Он приехал, сватался. Куандык Бишимбаев рассказывал на суде эпизоды жизни с Нукеновой. Он утверждал, что не истязал ее, не запрещал видеться с подругами, работать и в целом ни в чем ее не ограничивал. Более того, как он уверяет, ежемесячно наличные расходы отправлял ей на карту по 4-5 миллионов тенге. Он просил суд приобщить к материалам дела фотографии, а также передать их присяжным. На снимках запечатлен отдых на Мальдивах. Якобы именно эти фотографии показывают хорошие взаимоотношения супругов. Это вызвало неоднозначную реакцию у присутствующих в зале и возражения со стороны потерпевших. Они уверены, что фотографии с одного отпуска не могут свидетельствовать об отсутствии регулярного истязания на протяжении долгого времени. Когда-то у нее уже не состоялся брак, 23 года, тоже в результате тех историй, которые всплыли тогда для того жениха. Подсудимый заявил, что был шокирован данной информацией, и с этого момента начался раскол в семье. Данным и другими рассказами Бишимбаев попытался объяснить присяжным суть конфликтов, в том числе из-за которых произошли и побои в марте 2023 года. Он заявил, что Салтанат Нукенова рассказала ему о нескольких отношениях до брака, в которых она состояла с женатыми мужчинами.
Подсудимый заявил, что Салтанат Нукенова призналась, что состояла в данных отношениях ради материальной поддержки. Адвокат Жанна Уразбахова высказалась, что это лишь домыслы подсудимого, которым нет подтверждения в материалах дела. Несмотря на возражения, подсудимый продолжил. Подсудимый заверяет, что он сам предложил забыть прошлое и жить дальше, однако Нукенову не отпускало чувство тревоги и раздражительности. По его словам, Салтанат Нукенова сильно ревновала его, требовала регулярных видеосозвонов, а также проявляла агрессию под влиянием алкоголя. Ее предыдущий парень Данияр также был женатым мужчиной. Она встречалась с другим парнем, сыном руководителя Павлодарской области по имени Ренат. Да? Все это женатые люди. Ужасные показания. Конечно же, мы уже никогда не узнаем правды из уст самой убитой, и подозреваемый теперь может говорить все, что угодно о ней. Но лично мы не верим в эти показания и думаем о том, что подсудимый Бишимбаев нарочно делает так, чтобы люди подумали что-то плохое о погибшей. Мы думаем, что для Салтанат этот брак был ничем иным, как кошмаром, который не заканчивался. От этого кошмара Салтанат пыталась убежать много раз, но каждый раз почему-то возвращалась обратно. Мы не можем это объяснить. Видимо, подсудимый очень сильно давил на девушку морально. Защитить ее пытался брат Айтбек Нукенов. По его словам, за год семейной жизни Салтанат как минимум 8 раз пыталась уйти от мужа, однако потом вновь возвращалась к нему. Весной 2023 года Салтанат писала подруге, что нуждается в адвокате, не может забрать у мужа свои вещи и боится его мести. «Я много раз пыталась уйти. Он сказал, не отпустит. Говорит, что у моей семьи есть фото с побоями, якобы мы его будем шантажировать и из него деньги тянуть. И он просил видео сделать, где я голая, чтобы у него был рычаг давления на меня. Я ему говорила, ты просто монстр. Но он без видео не отпустит», признавалась Нукенова приятельница. В суд по делу Бишимбаева вновь вызвали подругу Салтанат Нукеновой Аиду Ахмедину, которая зачитала неозвученную ранее переписку с погибшей. Напомним, ранее адвокат подсудимого Ерлан Газымжанов выразил сомнения в предъявленной ранее в суде переписке Ахмединой и Нукеновой, так как телефон подруги был разбит. Тем не менее, решено было вновь пригласить Ахмедину в суд, так как переписка восстановилась уже на ее новом телефоне. Суд принял решение сравнить скриншоты переписки с сохраненной перепиской в телефоне. Аида Ахмедина процитировала сообщение Салтанат Нукеновой. «Я хочу быть одна, это не лечится. Эти люди никогда не лечатся. Они ходят к психологу, чтобы рассказать, какие они классные, а все дураки. Внимание и одобрение получить». Итак, мы слышим, что Салтанат давно знала о том, что с ее мужем что-то не так. Она давно писала подруге о том, что боится его и хочет уйти. Также пишет о том, что Бишимбаева нужно лечить. Пишет о том, что она запуталась. Видимо, она очень боялась его и не могла найти в себе силы уйти. Это очень страшная ситуация, когда тебя держат на коротком поводке, когда манипулируют тобой и морально подавляют. На самом деле, лично я считаю, что у Бишимбаева правда есть проблемы с психикой. Это, конечно, мое личное мнение. Но мы все с вами знаем, например, как подсудимый звонил ясновидящей вместо скорой помощи, которая сказала ему о том, что девушка устала и спит. Мы видели эти ужасные кадры с камер наблюдения в ресторане, где он жестоко расправлялся со своей женой. Это не может делать адекватный человек. Поэтому я считаю, что данному человеку просто необходима помощь психотерапевта. На все готов, пока я не прощу, а потом будет издеваться и мстить. $10 000 на психолога, и все впустую. Да, такие люди не меняются, это точно. И все это лечение так называемое, это показуха, чтобы удержать, чтобы окружающие думают, что человек признает свою слабость и пытается с ней бороться. Но лично у меня такое впечатление сложилось, что Бишимбаев наоборот подпитывался слабостью Салтанат. Ему как будто бы было необходимо видеть и знать, как мучается девушка от жизни с ним. Иначе зачем он пытался удержать ее с собой? Адекватный человек, когда видит, что другому человеку плохо с ним, он отпускает его в лучшую жизнь. А тут наоборот. «Не отпущу, ни за что. Сиди рядом, мучайся. Это ненормально». Мне очень жаль, что Салтанат так и не нашла в себе силы уйти от тирана. Как же мне жаль, никакое лечение здесь не поможет. Я это знаю. Такие люди не меняются. Я объясняю, что не спала 2 суток, хочу спать. Он говорит, значит тебе наплевать на меня. Сон – это очень важно,
Об этом вам скажет любой фитнес-тренер, любой врач. Если у человека нету стабильного сна, то он начинает болеть, чувствовать себя плохо, у него начинаются головные боли. И, конечно, это также сказывается на психику. Человек стареет в 2 раза быстрее. Нельзя лишать человека сна, потому что именно во сне организм восстанавливается. Но, видимо, Бишимбаеву было все равно, что его жена не спит. Это была одна из его уловка. Он любил наблюдать за усталостью Султанат. Мое мнение такое. А что вы думаете, друзья? Он реально травмирован и болен. Я боюсь рожать, я не хочу регистрировать брак. И снова про психушку заходит речь. Психиатрическая больница – это, конечно, вариант, чтобы как-то привести человека в чувство или как-то повлиять на него, чтобы он боялся в дальнейшем совершать какие-то действия и о чем-то думать. Но лично мне кажется, что психушка не может исправить такого человека. Упоминается бывшая жена, и что в ее случае то же самое было. Но, видимо, бывшей жене больше везло в плане того, что в тот период времени Бишимбаев практически не появлялся дома из-за работы. Султанат пишет о постоянном контроле со стороны супруга. Постоянное давление. Я вообще не представляю, как она не психанула раз и навсегда и не ушла, хлопнув дверью. Как же он сильно влиял на ее моральное состояние. Она как будто зависела от него. Конечно, такого не должно быть. Не должна жена все время сидеть дома, перед мужем. У нее должны быть свои интересы, свое занятие. Время, когда жены сидели на кухне, мне казалось, что прошло. Сейчас же все такие современные. У всех хобби. Все себя реализуют в чем-то. Но это точно не тот случай. К сожалению, все-таки хорошо, что у Султанат была близкая подруга, с которой она делилась всеми переживаниями. Во-первых, теперь их переписка – это доказательство в суде. Во-вторых, конечно же, Султанат было легче в моральном плане, когда она знала, что ей есть с кем поделиться, и она не одна. Подруги всегда делятся, как мы знаем, самым сокровенным и многими секретами. И в данном случае я считаю, что данная переписка с подругой очень помогала убитой и давала какую-то надежду. Она писала о том, что уходит. Возможно, со временем ей даже удалось бы самой уйти от Бишимбаева. Но, конечно же, такое не стоило терпеть. Проблема на самом деле в ее поведении. Назым Кахарман, бывшая жена экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, высказалась о его показаниях в суде. Примерно вот ту версию, которую рассказывает подозреваемый Куандык Бишимбаев, то же самое примерно говорили его родители еще тогда, 10 ноября. А говорили его родители, я так полагаю, что сын их не виноват и что Султанат сама его спровоцировала на все действие. Скорее всего, они говорили о том, что прямых доказательств вины сына нету, несмотря на то, что есть жестокое видео с камер наблюдения ресторана, на котором их сын и ногами, и руками избивает молодую и хрупкую девушку и таскает ее за волосы. Мы не дадим скрыть этот ужас. Пусть люди знают правду. И я так полагаю, что бывшая жена все-таки на адекватной стороне находится. Правда, нам не совсем понятно, почему она пошла выражать соболезнования родителям Куандыка. Скорее нужно выражать их родителям убитой Султанат. Тем более, что родители Бишимбаева поддерживают своего сына. Я в тот день попросила машину для своих детей, потому что я не знала, какая будет реакция у одноклассников, в автобусе в развозке, где ездят, реакция, в общем, там, таксистов, еще что-то там. Я не могу физически, да, у меня есть машина, но всех троих там возить одновременно у меня не было такой возможности. На самом деле я не совсем понимаю проблему Назым, так как она сказала, что у нее есть машина, но я так понял, ей мало одной машины, чтобы развозить всех троих детей. Она же не собирается по очереди привозить и отвозить каждого ребенка. В чем проблема забрать из школы сразу всех троих? С чего она взяла, что ее детей и ее будет кто-то преследовать из-за действий ее бывшего мужа? Возможно, я по-другому на это смотрю. Мы втроем домой вообще пешком ходили по 10 километров. С другой стороны, дело в безопасности детей. Тут я соглашусь. Но можно было на какое-то время перевести детей на домашнее обучение, например. Думаю, что у бывшей жены бывшего министра хватило бы на это средств. Поэтому я попросила машину, на что мать Куандыка сказала, что все машины задействованы в том, чтобы ездить там в ИВС, в СИЗО, отвозить передачки, чтобы, наверное, не дай бог, он там не похудел. Машины были задействованы на то, чтобы возить адвокатов. На мой счет защита должна была быть только одна, это раскаяться и покаяться, чистосердечно во всем признаться.
Насчет передачек и худобы Бишимбаева я, если честно, тоже удивляюсь. Такое ощущение, что он с каждым заседанием суда становится больше, а не худеет. Видимо, передачек от родителей и правда немало. Насчет раскаяния я соглашусь с девушкой. Мы не удивлены, конечно, тем, что задействованы со стороны Бишимбаева все ресурсы на адвокатов и так далее. Думаю, что влияние у человека не маленькое. Все-таки бывший министр. Это не абы кто. В общем, мне в машине отказали, когда мы разводились с Куандыком, раздела имущества не было. Но был отец, который оплачивал, заботился и оплачивал там школу. Но человек убил другого человека. Я уже его как полноценного родителя вообще не рассматриваю. На самом деле сложно здесь не согласиться с бывшей супругой Бишимбаева. Узнать, что человек, с которым у вас общие дети, зверски убил свою новую жену, это, конечно, невероятное разочарование, наверное. Я даже не могу описать эти эмоции, когда человек, о котором казалось, ты знаешь все, в один момент становится мишенью для всей страны. Мне очень жаль в этом плане детей Бишимбаева от его прежнего брака, ведь теперь им точно будут об этом напоминать. Такое не забывается даже через десятилетия, мне кажется, хотя дети не виноваты ни в чем. И понять жену с маленькими детьми можно и то, что она пытается решить финансовые моменты с бывшим мужем. Поэтому, конечно, мы поднимали вопрос финансовый. Он меня, кстати, отец Куандыка, 2 раза ударил по руке, обвинив меня в том, что я меркантильная. Это видела моя дочь. А вот что сказал Бишимбаев по поводу предоставления авто для своей бывшей жены. Салтанат, я предоставил авто, на котором она ездила. Когда мы расстались, я попросил Байжанова перегнать машину в Алматы. Автомобиль был угнан, и я знаю кем, моей бывшей женой. Я сказал Байжанову: неужели вы хотите меня с бывшей женой теперь оболгать, засадить и разделить мое имущество? Я говорю ему: Назым тебя к этому двигает. Тебе не стыдно? Я в таком ущемленном положении, мои родители в таком положении. Ты человек верующий. Намаз читаешь? Это же будет проклятием для тебя и твоих детей, заявил Бишимбаев в суде. Бишимбаев заявил, что якобы Байжанов просил его не говорить в суде, что он заходил в VIP-кабинку в день гибели Салтанат, в ответ якобы обещал написать заявление об угоне машины и вернуть какие-то документы, которыми шантажировал. Это все сделано Назым, моей бывшей супругой, она шантажирует моих родителей, не дает им общаться с внуками. Адвоката Байжанова, его услуги оплачивает Назым, заявил Бишимбаев. Пришел Бахаджан Байжанов, который сейчас тоже подозреваемый. Мы его знаем очень давно, он мне помогал с детьми с самого их рождения. Дети мои его очень любят. Бывшая жена Куандыка Бишимбаева в судебном процессе заняла сторону семьи Салтанат Нукеновой и сказала, что спокойно доверяла ей детей, которые теперь остро переживают совершенные родителям преступления. В доказательство этому Кахарман показала отправленное дочерью сообщение Салтанат, в котором девочка характеризует отца как ужасного человека, совершившего стыдный поступок, и признается в любви к трагически погибшей женщине. В марте 2024 года Назым Кахарман выступила с видеообращением, в котором опровергла обвинения родных Куандыка Бишимбаева, заявивших, что брат убитой Салтанат Нукеновой изнасиловал ее дочь ранее. Она рассказала о событиях, произошедших в марте 2023 года, когда ее дети стали свидетелями драки в доме Бишимбаева, и о последующих действиях, которые она предприняла для защиты своей семьи. Бахаджан сказал, машина в Алмате, она же на его имени, на Бахаджана имени, что давайте мы ее перегоним, и пусть эта машина возит детей, найдем водителя. Через несколько дней мой сын позвонил домработнице Куандыка, которая в Алмате. Она дала ключи, мы забрали машину. Мать Куандыка Бишимбаева высказалась в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Она обратилась к судье и присяжным, заявив, что ее сын должен защищаться и что его право ущемляют. Адвокаты Куандыка Бишимбаева ходатайствовали в суде о приобщении к делу заключения специалистов из Москвы, которые проанализировали казахстанские экспертизы трупа Салтанат Нукеновой и сделали свои выводы, а также эксперта из Актабе. Прокурор и потерпевшая сторона высказались против приобщения. Касательно одного из заключений Айтбек Амангельды, брат Салтанат Нукеновой, заявил, что документы выглядят как сфальсифицированные. Мать Куандыка Бишимбаева, Альмира Нурлыбекова,
которая все это время также присутствует на судах, решила обратиться к судье и присяжным. Если вы не примете вот эти наши экспертизы, московскую специалисты, то я считаю, что права моего сына, они будут ущемлены. На самом деле я, как наблюдатель со стороны за всем этим делом, не совсем понимаю, зачем заказывать какую-то дополнительную экспертизу в другой стране. Для чего это делается? В другой стране все считают по-другому, или в чем логика этих действий? Почему это дело так затянуто? Вы не видели кадры из ресторана, на которых ваш сын зверски избивает молодую жену и таскает ее за волосы по всему ресторану? Какая дополнительная экспертиза? Неужели толки я этого не понимаю? Я понимаю, что вы мать, и я понимаю ваши чувства к родному сыну. Но вы также должны понять, что ваш родной сын сделал что-то страшное и ужасное. Ход в прошлый раз, когда вашего сына судили за другое преступление, вы также защищали его и говорили, что он невиновен. Хотите, чтобы мы напомнили об этом? Хорошо, мы напомним. Мы не могли воспитать ребенка, который пошел на взятку. То, что вы сейчас слышали, это интервью, в котором родители Бишимбаева говорят о невиновности сына после того, как его арестовали за взятку. В особо крупном размере. Тогда его даже посадили, но через какое-то время ему удалось выйти на свободу. Что же будет в этот раз, остается только гадать. За то время, что не велась трансляция, брат погибшей Айтбека Амангельды в кулуарах суда рассказал журналистам, что адвокаты Байжанова просили изменить ему меру пресечения на домашний арест. Что только не наговорили на моего сына. Словно уж на сковородке Бишимбаев неумело пытается отворачиваться от неудобных для него вопросов. Он говорит о том, что понятия не имеет, откуда у его избитой и убитой жены такие синяки на лице. Мол, для него это было неожиданно увидеть. Видимо, подсудимый Бишимбаев был настолько пьян, что забыл все то, что он вытворял со своей женой, и то, что есть на камерах ресторана. Неужели у него склероз или амнезия? Или он говорит неправду, даже зная о том, что существуют кадры с камер? В чем замысел подсудимого? До последнего не признавать свою вину и ждать, что это поможет избежать ему сурового наказания. Господин Бишимбаев, а вы можете нам ответить на вопрос, почему ваша жена лежит посреди ресторана и не двигается после того, как вами были нанесены удары руками и ногами, кадры с которыми мы не можем показать, но их показали в суде, и все видели, как вы, словно монстр, с размаху бьете свою жену ногами и руками. Для чего вы это делали? Для чего вы таскали свою жертву за волосы по всему ресторану, а потом затащили ее в туалет? Можете ответить на эти вопросы, или вы так ей помогали прийти в себя? Скажите, а почему тащили вы именно за волосы? Мне хотелось принудить ее встать. Друзья, подскажите, пожалуйста, мы же все так торопим своих близких людей, таская их за волосы. То есть, когда не хватает слов и подталкиваний, мы хватаем их за волосы и тащим за собой. Так это происходит. В голове подсудимого получается такое поведение и такие действия. Это норма? Я боюсь представить тогда, что происходило дома у Бишимбаева, когда они с Салтанат оставались одни. То почему 5,5 часов вы не подпускали к ней квалифицированную медицинскую помощь? Утром я звонил ясновидящей, она сказала, вечером, сейчас она пьяна, она устала, вечером она проснется и все нормально будет. Ох уж это ясновидящее. Похоже, что нам нужно сделать про нее отдельный выпуск, потому что для Бишимбаева эта женщина является экспертом во всех областях, и, как говорил его брат Байжанов, он часто переводил ей деньги за консультации Бишимбаева. То есть 5,5 часов подсудимый не вызывал скорую, потому что знакомая гадалка сказала ему, что с убитой все нормально. Еще раз, так сказала гадалка, ясновидящая, женщина, которой не было в этот момент в этом помещении, которая не видела вживую девушку и ее повреждения на лице. Ну и самое главное, женщина, которая дает подобные советы и консультации, не имея это права, не имея медицинского образования и так далее. Бишимбаев – человек с 3 высшими образованиями. Бывший министр в Казахстане на полном серьезе заявляет, что доверяет гадалке больше, чем квалифицированным врачам, которые действительно могли бы на тот момент спасти жизнь его жене. Это какой-то театр абсурда. У меня в голове такое не укладывается. Здесь мне однозначно нужна ваша помощь и ваше мнение в комментариях. Напишите, может ли ясновидящая раздавать подобные советы и доверяете ли вы гадалкам? Вот настолько крови сдавливало мозг
Салтанат. 2 мая в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны начались судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения, сообщает корреспондент Закон.кз. Прокурор Айжан Аймаганова подчеркнула, что во время расследования и в ходе судебного следствия было установлено, что Салтанат Нукенова подвергалась истязаниям в марте, апреле, августе и октябре 2023 года. По заявлению прокурора, установлено, что Бишимбаев систематически применял насилие, унижал Нукенову, не давал спать, ограничивал контакты с семьей и подругами, навязывал прием препаратов, которые не назначал врач. Вот при объеме такой гематомы, это уже критическая стадия, человек может умереть. Вот такая гематома, она уже смертельна. Вот, 70 миллилитров. У Салтанат же была гематома объемом 230 миллилитров. Вот. Какой ужас, друзья! Какая большая гематома. Мы очень благодарны прокурору, что она показывает нам наглядно все, чтобы мы с вами понимали все нюансы, которые не видны обычным взглядом. Прокурор напомнила, что к материалам дела были приобщены фото с травмами Нукеновой, которые были сделаны во время совместного проживания с Бишимбаевым. Гособвинитель также заявила, что не увидели в глазах Бишимбаева ни сожаления, ни сострадания, ни раскаяния. Айжан Аймаганова отметила, что особая жестокость со стороны Куандыка Бишимбаева проявляется и в том, что когда Салтанат Нукенова умирала, он хладнокровно встречался с Насырбековой и переписывался с другими женщинами, давал указания по работе и ужинал с Байжановым. Она отметила, что 3 человека более 15 раз призывали Бишимбаева вызвать скорую, но он сделал это только утром, когда Салтанат уже умерла. Прокурор дополнила, чтобы скрыть преступление Бишимбаева, Байжанов перекрывал вип-кабину, потом распустил персонал и закрыл ресторан. Следом он удалил все видео, отключил камеры наблюдения и сознательно возил телефон Нукеновой по городу. Кроме того, Байжанов привез нашатырный спирт после 3 часов дня, когда Салтанат Нукенова уже была мертва. У Салтанат Нукеновой возник комплекс вины, сформированный Бишимбаевым. Этим объясняется нерешительность в попытках разорвать токсичные отношения. Периоды насилия сменяются спокойным поведением и извинениями, что затрудняет для жертвы принятие решения об уходе. Поэтому Салтанат Нукенова 12 раз уходила и снова возвращалась, сказала Айжан Аймаганова. Истязания подтверждаются показаниями брата Нукеновой, свидетелей Нукеновой, Ахмединой, подсудимого Байжанова, фото и видеоматериалами, переписками и заметками Салтанат, дополнила она. Что касается Байжанова, я считаю, что он выбрал хитрую и продуманную позицию. Он, одновременно обвиняя Бишимбаева в давлении, в то же время подтверждает его показания. Байжанов читал с листка, ссылаясь на то, что не владеет русским языком, но в суде участвует квалифицированный переводчик. Ему ничего не мешало давать показания на родном языке. Это было продумано. Прикрываясь незнанием русского языка, он читал с листка, чтобы не запутаться в своих показаниях и не сказать лишнее, уличавшие его и брата в преступлении, озвучила гособвинитель. В каждый такой удар он вкладывал всю свою злость. Прокурор заявила о том, что Бишимбаев и Байжанов хотели скрыть улики и избавиться от тела Салтанат. Для этого они создали видимость того, что Салтанат якобы находилась в фитнес-паласе, а оттуда поехала домой, в то время, когда она была уже мертва. Это бы создало видимость, что она жива, а Бишимбаев не причастен. Также интересную информацию прокурор дала по поводу нашатырного спирта. Нашатырный спирт, который может убирать следы и запахи, было другое назначение. Отмечу, в вип-кабинке нет отпечатков пальцев Нукеновой. Почему? Ведь сам Бишимбаев говорил, что они вместе распивали спиртные напитки. Возможно, она держалась за ручку в санузле, за стол, за стулья. Нашатырем были удалены следы и кровь с тела Салтанат, заявила прокурор. Адвокат Игорь Вранчев, например, обратил внимание участников процесса на то, что изначально Бишимбаев хотел вывести уже недвижимую Салтанат из ресторана, для чего велел Байжанову перегнать машину во внутренний паркинг. Но в тот момент в общем чате работников ресторана появилось сообщение,
что паркинг перекрыт прибывшими сотрудниками службы охраны президента. Они пришли проверить помещение перед банкетом участников делегации российского президента Путина. В результате этот план сорвался, считает Вранчев, и Бишимбаеву пришлось остаться в кабинке. Как бы они не умудрились незамеченными вытащить тело Салтаната и положить его в машину внутренний паркинг, существуют огромные риски быть просто проверенными на выезде. Все наши сомнения пропали после того, как мы услышали показания и комментарии Бишимбаева в этом процессе. На самом деле он получал огромное удовольствие, говорит адвокат. По характеристикам его же психологов о том, что Бишимбаев нарцисс и садист, он именно и испытывал садистическую потребность в смаковании того, что он сделал в ходе судебного заседания. Своими действиями он убил Салтанат не только 9 ноября, но и продолжал ее убивать здесь, в вашем присутствии, на ваших глазах, на глазах родственников, на глазах всего мира. Смаковал и получал удовольствие, заключил Вранчев. Отключал телефон, калашматил ее, потом заново включал видео и заставлял признаться в связи, которой не было. Адвокат сказал о том, что они недоумевали с коллегами в тот момент, когда Бишимбаев принял решение рассмотреть его дело с участием присяжных и с полной гласностью данного процесса. Это та категория дел, в которой, ввиду того, что рассматриваются определенные стороны интимной жизни, может быть закрытой. Так для чего это было нужно? Но по словам адвоката, все их сомнения отпали после того, как Бишимбаев начал говорить в суде. На самом деле он получал огромное удовольствие. По характеристикам его же психологов о том, что Бишимбаев нарцисс и садист, он именно и испытывал садистическую потребность в смаковании того, что он сделал в ходе судебного заседания, сказал адвокат. Именно эти удары, которые были запечатлены и привели к смещению подвесного светильника, это как раз удары штативом в тот момент, когда Салтанат была вынуждена спрятаться от Бишимбаева в туалетной комнате. Друзья, как же точно адвокат подметил этот момент со светильником. Это как раз таки те самые нюансы, которые в совокупе дают нам картину происходящего. Поэтому я могу лишь похлопать работе Игоря Вранчева. Обратившись к присяжным, адвокат сказал: «В ваших руках сейчас заключается судьба каждого гражданина Казахстана, поскольку признав единогласно Бишимбаева виновным и не дав ему шансов выйти на свободу вообще когда-либо, вы таким образом освободите весь наш Казахстан, весь наш народ от таких элитарных паразитов, благодаря которым у нас на протяжении 30 с лишним лет объявлена независимость, но нет никакого продвижения. Простой народ, простые люди прозябали где-то в нищете со своими проблемами. А вот эта паразитарная прослойка нашего общества, мы знаем, в какой период возникла и за счет чего они все стали министрами, крупными бизнесменами и продолжают ими быть», заявил адвокат. Но нашатырный спирт был нужен не для того, чтобы Салтанат приводить в чувство, а как раз-таки уничтожить те явные следы, которые на тот момент желательно было уничтожить. И к таким следам относятся как раз-таки пятна крови. Да, это же гениально. Затер следы, и все сразу испарилось, и даже непонятно, чем это убирали, и было ли здесь что-то вообще. Просто гениальный лайфхак. Поэтому да, эти подельники явно далеко не глупые люди. Не зря они занимали свои должности. Я, конечно же, не завидую тем, с кем им приходилось работать. Я думаю, что очень много бывших коллег Бишимбаева что-то про него знали, но боялись говорить об этом. Как минимум о его поведении. Отвратительном поведении, если смотреть видео, на котором он, например, материт бармена. Нельзя так общаться с людьми, даже если они ниже тебя по статусу. Но был еще один очень важный момент. Та самая кровавая рубашка, которая каким-то тайным образом исчезла. Куда она пропала? На это также есть ответы у адвоката Вранчева. Слушаем. Куда делась окровавленная рубашка, которая на этом фото? У Байжанова было достаточное время, в том числе, когда он катался по городу с этим телефоном. Было более чем достаточно времени для того, чтобы избавиться. И избавился от этих улик никто иной, как Байжанов. В то время, пока умирала жена, Бишимбаев пытался создать себе алиби.
Он вызванивал разных женщин. Он пригласил Насырбекову и общался с ней в соседней кабинке. Он создавал видимость того, что телефон Султанат перемещался по городу. Он скрыл все следы крови с помощью нашатырного спирта. Его подельник помог ему в том, чтобы избавиться от видео с камер наблюдения в ресторане и с тем, чтобы в этот ресторан никто не приходил. В столичном суде впервые выступила супруга Бахеджана Байжанова, второго подсудимого по делу об убийстве Султанат Нукеновой. Женщина выразила соболезнования родителям, родным и близким Султанат Нукеновой. Она рассказала, что в официальном браке с Бахеджаном Байжановым с 2016 года. У них 3 детей, 2 мальчиков, старшему из которых 5 лет, и 7-месячная дочь. Друзья, так как девушка не говорит на русском языке, она воспользовалась услугой переводчика. Поэтому голоса отличаются в кадре. Дети очень тяжело переносят разлуку с отцом. Старший сын, которому 5 лет, до сих пор не может понять, где он, вспоминает его, очень скучает, плачет. Айтбек Амангельды отметил, что жена Байжанова знает русский язык и делает публикации. Но почему-то решила красиво выступить на казахском языке, поплакаться о том, что у них маленькая дочь, которая не сможет увидеть отца. Хотя они, видимо, не осознают, что родители Султанат также не будут видеть свою дочь. Только в их случае это расставание будет длиться до конца их жизни. Байжанова жена точно так же, она прекрасно знает русский язык, делала множество публикаций, разговаривала со мной в том числе на русском языке. Здесь она решила красиво выступить на казахском языке, поплакаться о том, что там у них дочь, ребенок, отца не увидят. Мои родители точно так же не увидят свою дочь. Жена добавила, что Байжанов очень добрый, безгранично любящий свою семью человек. По ее словам, если бы он знал, что Нукенова в критическом состоянии, он немедленно протянул бы ей руку помощи. Помимо того, что Бишимбаев является родственником Байжанова, он также был его руководителем, уточнила она. По мнению женщины, любой работник выполняет все поручения своего руководителя. Она подчеркнула, что в этом суде решается судьба не только Бахеджана Байжанова, но и всей его семьи. Наивность Бахеджана, его особое уважительное отношение к старшему по возрасту родственнику, и то, что он не мог пристально разглядывать Султанат в полуобнаженном виде, видимо, не дали ему оснований или как возможности предпринять какие-то меры. Также Айтбек Амангельды обратился в зале суда к матери Бишимбаева Альмире Нурлыбековой. В своей речи он отметил, что их семья отличается высокомерным поведением по отношению к другим людям. Также ранее сообщалось, что мать Бишимбаева Альмира Нурлыбекова в ходе судебных прений попросила прощения у семьи Султанат Нукеновой и сказала, что каждый день молится за нее. Мать считает, что она, вот у них, видимо, это семейная, как и вся их семья, выше экспертов и всех остальных, и ей лучше известно все-таки, была ли пьяна Салтанат или нет в тот вечер. Напомним, Бахеджана Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК «Укрывательство особо тяжкого преступления». Она твердо уверена в том, что если бы он знал, что Салтанат действительно в такой трудной ситуации, он немедленно протянул бы ей руку помощи. Странно, что супруга отказалась говорить на русском языке. Это нам напомнило то, как и ее муж поначалу разговаривал с переводчиком, делал вид, что не знает русского языка, но потом решил все-таки говорить на нем. Опять-таки, конечно же, мы не согласны с тем, что Байжанов невиновен и он лишь был на побегушках у Бишимбаева. Конечно же нет. Он же не маленький ребенок. Его же не дергали за ниточки и тыкали в то, что ему делать. Его же никто не заставлял вступать в сговор с Бишимбаевым и пытаться укрывать следы преступления. Поэтому невиновных здесь явно нет. Она считает, что вина ее мужа в том, что он не смог вовремя оказать ей помощь, не вовремя обратился в скорую, потому что не оценил толком ситуацию. Меня удивляет тот факт, что и жена Байжанова, и мама Бишимбаева все время говорят о том, что их сына и мужа нужно простить. Они говорят о том, как же дети останутся без отца. Они рассказывают о добрых качествах подсудимых и какими хорошими они были ранее. И даже если с этим мы можем согласиться, то появляется законный вопрос: а как быть с родными кошмарно убитой молодой Султанат? Почему эти хорошие люди забыли о своих положительных качествах в тот момент, когда пытались скрыть следы преступления?
Почему Байжанов не вызвал скорую помощь умирающему человеку, когда видел бездыханное тело? Родственники подсудимых не могут в полной мере ощутить всю боль родных Салтанат, поэтому они никогда их не поймут в полной мере. Поэтому люди не будут воспринимать их слова, чтобы они там не говорили бы. Окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы. Его приговорили к 24 годам лишения свободы. Суд согласился с вердиктом коллегии присяжных, посчитавших, что его действия были предумышленным истязанием женщины. Одним из ключевых доказательств в суде стали видео издевательств над Салтанат с его телефона, которые экс-чиновник снял на телефон, но забыл об этом. Байжанова признать виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить ему наказание 4 года лишения свободы. Также суд вынес приговор родственнику Бишимбаева и владельцу ресторана «Биэйю», где произошло преступление. Бахаджана Байжанова признали виновным в укрывательстве и назначили ему 4 года лишения свободы. В суде он заявлял, что находится под давлением Бишимбаева и действовал под его влиянием. Дело против бывшего чиновника вызвало широкий резонанс как в Казахстане, так и за его пределами. На этом фоне власти страны даже ужесточили наказание за домашнее насилие и криминализовали побои. Через несколько дней после произошедшего, МВД республики отчиталось о кратном росте числа арестов за домашнее насилие в стране. Причиной этого стало то, что с 1 июля 2023 года возбуждать дела о домашнем насилии стало возможно без заявлений со стороны потерпевших.